мечтает о лете, давайте вспомним, как проходила ярмарка Святого Доминика в Гданьске. Приветствуем всех на канале «Фарфор Европы». И сейчас прогуляемся по ярмарке Святого Доминика в Гданьске, Польша. Доминиканская ярмарка в Гданьске известна также как «Фестиваль чудес». Проводится ежегодно в конце июля, начале-середине августа. В этот раз ярмарка уже проводится в 765 раз. Вы представляете, зародилась аж в 1260 году. Надо же, какая богатая история. Ярмарка Святого Доминика в Гданьске – одно из важнейших событий в Европе под открытым небом. Мы очень любим эту ярмарку, и наши более ранние впечатления о ней вы тоже можете увидеть на канале. Ссылочка будет в описании. Знаменитый гданьский фонтан Нептуна был запроектирован аж в 1606 году и построен в 1633. Фонтан – это хорошо, а мы гуляем по ярмарке. Сюда съезжаются коллекционеры, любители антиквариата, винтажа и просто охотники за интересными вещами. Вот и мы прогуляемся и поищем сокровища. Здесь у нас интересные чайные и кофейные трио. Валендорф. Летин с золотом. Ваймар Катарина. Всеми любимая Катарина. Модель названа в честь царицы Екатерины II. А вот это квадратная. Это Алечка. Вот такие интересные трио. На ярмарке разнообразие всего. А это литофания. Бисквитный фарфор, внутрь ставится свечка, и когда горит, появляются очень красивые картинки, как живые. У нас есть разные литофании, подробности в Телеграм. Смотрите, какая красивая люстра. Вообще очень много всего. Гуляем дальше и утыкаемся в еще один интересный очень стол. Здесь начинаем с тарелок. Вот такие интересные тарелки. Это у нас Карл Тиме, послевоенный. Но вот еще и нарисовали в 1978 году дальше. Очень много Розенталь Мольер. Давайте подойдем вот здесь ближе, посмотрим. Просто чудесные тарелки. Есть совсем маленькие, видимо, для варенья. Как их тут поближе показать? Вот, вот они. Розеточки такие для конфитюров. Есть побольше, еще больше. Есть такие глубокие. И есть совершенно гигантские. И это все Мольер, Розенталь. А кто любит бонбоньерки? Вот здесь и бонбоньерок очень много. Ну вот одразу видно Мартин Рода, Оскар Шлегельмильх, Эля Минау. Очень-очень красивые. И потихонечку пройдем дальше. Так, а здесь такой богатый у нас стол. Давайте полюбуемся. Вот красивая шкатулка от Хученройтер. Вот клеймо.
Очень много всего стоит. Сервизы. Лампа Тиффани. Кто у нас любитель ламп Тиффани? Такая интересная тарелка в форме листочка. Интересное клеймо. Клеймо художественной мастерской. Вот такой огромный терин. Или терина. О, тяжелая крышка. Еда не убежит. И вот такой красивый фигурный от Розенталь. Тут же подсвечники. Тарелочки красивые. Вот такая красота. Это Фрауройд. Это очень качественный фарфор. Фарфор с верхней полки, как у нас говорят. Набор столовых приборов. А вот, видимо, отдельные предметы. И пошли красивые трио. Снова кофейник Розенталь, лампа Тиффани. А вот красивое трио, интересное. Тишенройд. Это Кёнигсцельт. Кёнигсцельт. Интересное вот такое. Очень красивая чашка для шоколада от Кайзер. Очень красивый букет с розами. Вот здесь мы немножечко уже проредили. Ждите новиночек. И снова лампа Тиффани. Красота. И вот так светло, светло, светло. Это барахолочка. Потихоньку выходим и посмотрим дальше. Спасибо к этому столу. Идем дальше. Вот здесь очень-очень красивые английские букеты с цветами, корзинки, если их можно так назвать, но, к сожалению, с потерями. И какой-то целый прям набор, комплект, коллекция наперстков. Вот еще одна. И интересный сервис. Встретилась нам такая ваза Розенталь, чудесная, форма Мария, декор Роз Марии. Продавцы оценили ее в 550 злотых, это 130 евро, несмотря на далеко не идеальное состояние. Всеми любимая кобальтовая сетка Ломоносов на 6 персон. И соседствует с сервизом от Розенталь. Снова Ломоносов. Сервиз «Жар-птица». Или кто помнит правильное название, пишите. А это уже кобальтовая сетка в новом оформлении. Форма майская. И, конечно же, Розенталь. Куда без Розенталя? Вот сейчас подойдем чуть поближе
и рассмотрим получше эти моки. Просто чудо. Столько много мокка-пар. Но не розенталем единым. Встречаются также чудесные мокка-пары других марок. Вот как эта удивительная красотка от Мёбендорф. Кстати, недавно на барахолочке нам встретилось просто гигантское собрание мокка-пар. Ссылочку на видео найдете в описании. А мы продолжаем гулять на фестивале чудес в Гданьске и удивляться. О, какой интересный дракон. Драконище. Наверное, охраняет ярмарку. Вот роскошный просто сервиз. Это Богемия. Вот такое клеймо. Клеймо улей, но это не Старая Австрия, это Богемия. 6 чашечек, просто огромных, наверное, где-то по 150, может 200 миллилитров. Сахарница, молочник и кофейник. Но просто глаза разбегаются. А вот еще интересный сервиз. Тоже здесь чашки еще больше. Это уже розенталь. Какой интересный низкий рельеф, как будто лепестки ромашек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 чашечек. Сахарница и чайник. Такой пузатик красивый. Но, конечно же, есть и кобальт. Куда же без кобальта? И это снова розенталь. Но есть розенталь и такой. Это уже 70-е годы. Classic Rose. Вот, даже клеймо видно. Я надеюсь, что видно. А вот здесь посмотрите, ой, как очаровательно придумали продавцы, как уложили чашки такой гирляндой. И лежат они тоже в тарелке от Розенталь. Ну, просто чудо. Мне очень понравилось. Вам нравится? Как какие-то бублики издалека. Ну и такой шикарный сервиз. Что это у нас? Такая патерка. И вот такое клеймо. Очень много тарелок. Есть глубокие, есть терина. Терина, потому что это для супница, потому что есть отверстие для половника. Но шикарно просто. А вот здесь у нас снова кобальт. Это, кстати, вы узнали, это ЛФЗ Ломоносов. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Сервиз на 6 персон. А вот это Дания. Но рядышком с золотым нутром. Более такие спокойные. Это что у нас? Это уже Польша. Это Чмеов. Посмотрим, полюбуемся на розенталь в таком декоре интересном. Это скорее 70-е, но имитирует Ар-Нуво. И вот такой интересный очень рельеф. Это у нас, кстати, Зарау. Форма называется Свеа. Раз, два, три, четыре, пять, 6. 6 филижанок. И молочник. А, вот есть еще такая глубокая тарелка. Тарелка с ручками раздаточная.
Есть еще зарау. Ну, вот такой формы зарау. И есть вот зарау мокки. Мокка пары. Кстати, у нас на канале есть рассказы об удивительно красивом фарфоре фабрики Зарау. Видео найдете по ссылочке в описании. Ну, а это уже Розенталь Помпадур. Тоже всем известный и всеми любимый. Вот, посмотрите, какие очаровательные есть мокка-пары от Розенталь. Розенталь Зельб. Еще делали в городе Зельб. Очень тоненький, очень элегантный фарфор с жемчужным краем, жемчужный кант. А вот это тот случай, когда сделали лишь фото. Вокруг была толпа и счастье, что хотя бы фото смогли сделать. Это антикварная статуэтка от Розенталь, поющие Пьеро и Артемон, 1913 год. Какую цену назначил продавец за эту статуэтку, мы не узнали, но на международной торговой площадке такая статуэтка продавалась за $3900. Цена впечатляет. Мы продолжаем ходить по барахолочке. И очередная остановочка. Вот такой интересный амур. Купидончик. Интересно, в кого он сейчас пустит стрелу? И кто-то влюбится. Удачи. А вот на кушетке интересные тарелки. Котята, розы. И снова котята. Ой, вот эти какие милые. Просто очаровашки. Давайте посмотрим. Вот они из каталога Брэдис. Тут же достаточно современные фоторамки. А вот интересные, совсем интересные такие кувшины, вазы для умывания. Drów też nie. Masz jeden. Nie, zepsułem go. Для муки. Чашка. Нет, не чашка, банка. И какой-то прибор. Что это за прибор? Кто знает. Вот ручка есть. А это для чего? Барометр? Интересно. И такой просто впечатляющий корабль, парусник. А вот здесь за парусником. Давайте-ка подойдем поближе, посмотрим. Много предметов из металла. Металл нынче в моде. Половники, открывашки, ступки востребованы.